Как привести дачу в порядок весной? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Первая поездка на дачный участок после зимовки в городе сулит массу открытий, приятных и не очень. Дома, оставленные без присмотра почти на полгода, нередко приобретают явные дефекты и обзаводятся новыми хозяевами, вроде мелких грызунов. Я расскажу, как правильно расконсервировать дачный дом, прежде чем ввести на участок рассаду. В зимний период обильные осадки и низкие температуры обладают разрушительной силой и могут нанести урон даже капитальным постройкам. Поэтому для деревянных дачных домиков, оставленных на длительное время без присмотра и постоянного ухода, зимовка редко заканчивается без последствий. Массы проблем, безусловно, позволяют избежать профилактические меры по подготовке дачного участка к холодному времени года. Но даже хорошо законсервированный дом может встретить весну с прохудившейся крышей и затопленным подвалом. Начинать осмотр дома следует с подвала и погреба. Весной, в пору таяния снега и возможных паводков, подвал запросто может затопить водой. Отсюда неизбежная сырость в самом доме и, как следствие, плесень и грибок на стенах. Если подвал залило водой, его обязательно нужно осушить. Ждать, когда он сам высохнет, чревато порчей фундамента в целом. С проблемой можно справиться самостоятельно, если в обиходе имеется дренажный насос, или вызвать профессионалов, которые сделают это вместо хозяев, а заодно и подскажут, как сделать дренажную систему и гидроизоляцию подвала, чтобы катастрофа больше не повторялась. Вторым пунктом следует проверить чердачное помещение, не появилась ли там плесень, гниение, не отошли ли листы кровли, не появились ли щели и дыры, через которые может проникать вода. Восстановить целостность и гидроизоляцию кровли тоже придется сразу, чтобы потом не расставлять тазики в шахматном порядке на полу дома и не страдать от излишней сырости в помещении. В жилой части дома в результате перепадов температур случается деформация деревянных дверей, которые сначала можно просто снять с петель, а позже привести в порядок, подогнать ее под новый размер, подпилив с одной стороны или переделав дверной косяк. Так как дачный домик, непригодный для круглогодичного проживания, неминуемо промерзает зимой, в первый же приезд его обязательно нужно просушить. Для этого, независимо от температуры за окном, дом необходимо как следует проветрить, чтобы выгнать излишнюю влажность и заставить воздух циркулировать, а затем сильно протопить помещение. Для обогрева дома подойдет любое имеющееся устройство, будь то мощный тепловентилятор, калорифер, инфракрасный обогреватель или камин. Все инженерные сети, которые присутствуют на участке, тоже следует проверить, прежде чем использовать по назначению. К сожалению, электропроводка или водопроводные шланги нередко страдают от порчи грызунами. Свет в доме стоит включать уже после того, как проверена целостность проводки, иначе можно спровоцировать короткое замыкание, а в худшем случае пожар. То же касается системы водоснабжения и отопления дома, а также автоматической системы полива участка, если таковые имеются. Перед тем, как пускать воду, следует проверить сохранность всех труб и стыков. Очевидно, что после длительной бесхозной зимовки в доме и на участке придется провести генеральную уборку. В самом доме обязательно помыть все поверхности от пола до потолка, протереть всю корпусную мебель, особенно на кухне, где придется хранить пищевые продукты и принимать еду. При этом важно помнить, что к влажной уборке в доме можно приступать только когда минусовых температур больше не предвидится. Для мытья обязательно придется использовать средства дезинфекции, особенно если в доме поселилась плесень и грибок, и были обнаружены следы пребывания грызунов. Избавиться от непрошенных гостей в доме помогут специальные препараты, которых в магазинах сегодня представлено великое множество. Но оттягивать удовольствие не стоит, иначе следы жизнедеятельности мышей и крыс будут преследовать хозяев очень долго. Мягкую мебель необходимо тщательно выбить, коврики вытрясти, а подушки и одеяло непременно вынести просушиться и прожариться под яркое весеннее солнце. На самом участке тоже придется навести порядок, вымести мусор и прошлогоднюю листву, прочесать газон, побелить деревья. Вот такие действия необходимо сделать, чтобы расконсервировать дачу после зимы. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик.
Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.